Приветствуем вас в здравии и в хорошем расположении духа. Уважаемые зрители, подписчики, гости нашего канала, сегодня по вашим же просьбам подготовили и предлагаем вам видео «Агрогороскоп квашения капусты на декабрь 2021 года». Прямо сейчас подпишитесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео, лайкайте, комментируйте, задавайте вопросы. И именно с вопросов мы и начнем наше сегодняшнее видео. Вот один из них. Вот цитирую слова этого сообщения. Вот вы рассказываете, что лучше всего квасить капусту в определенные дни месяца. А я квашу капусту со свеклой 2 раза в неделю. Все легко и быстро получается. Закипятила рассол солью, сахаром, остудила, залила туда уксуса и в нарезанную капусту со свеклой в 3-литровую банку. Залила рассол, и уже через 5-6 часов моя капуста, мои овощи уже готовы. Приятного аппетита, Наталья! Это автор этих строк. Ну и такие вопросы, мнения в последнее время поступают к нам все чаще. Наша большая интернет-семья – это тоже, кстати, мнение нескольких наших подписчиков. Нам оно нравится, это мнение. Так вот, это наша интернет-семья прекрасная сейчас пополняется новыми жителями сельской местности. Все больше семей переезжают ближе к природе из городов и начинают творить своими руками сады, огороды, красивые грядки и цветники, и создают настоящие шедевры на своих кухнях из выращенных своими руками же овощей, плодов и ягод. И это нас очень радует. Ну а теперь ответ на этот вопрос. Наталья, есть разные способы заготовки овощей, плодов, ягод, грибов. И все они используются для того, чтобы сберечь от порчи урожай, который мы вырастили на огороде, в саду. Ну, а грибы собираем в лесу. И, кстати, некоторые стали выращивать у себя дома в подвалах. И вот это все выращенное мы должны переработать и сделать заготовки впрок, для того, чтобы зимой себя чувствовать спокойно и уверенно, что у нас все есть в наших закромах. В теплых странах более популярный способ – маринование. Вернее, здесь популярны 2 способа сохранения продуктов. Это сушка и маринование. Ну, сушка всем известна, у них очень жарко, очень быстро все они сушат. Ну и маринады готовят, и очень вкусное тоже, кстати, получается маринование. Они их готовят с помощью уксуса, лимонной или винной кислоты. Вот это консервирование овощей, плодов и ягод для длительного хранения. Кислота при приготовлении вот этого продукта играет роль консерванта. Вот эта кислота, любая, которую я называла, угнетает рост болезнетворных бактерий, которые портят витаминные плоды, с таким трудом выращенные. Этим способом сейчас пользуются очень многие люди, и не только в теплых странах. В нашей семье все любят маринованные огурцы и помидоры, которые готовлю я с помощью тепловой обработки. Сначала заливаю кипятком просто, выливаю и затем кипячу. У нас, кстати, есть заготовки, плейлист заготовки на зиму, и там мы об этом все рассказываем. После залива кипятком мы заливаем рассолом с уксусом или лимонной кислотой. И укладываем в теплые вещи эти банки, закрываем, и они там в теплых вещах еще созревают где-то сутки-двое. Но моя бабушка не знала о таком способе заготовок. Она всегда все овощи и грибы квасила. У нее такие были специальные высокие глиняные кувшины и бочечки. Они были где-то размером от 10 до 20 литров.
Банки она уже увидела у нас, у родителей. Это где-то было мне лет 13, когда у нас появились банки, и мама начала готовить в них помидоры, огурцы, а затем и компоты различные, и соки. Давайте мы все-таки разберемся, что же такое квашение. Мы объяснили, рассказали о мариновании, которое готовит Наталья, а теперь о квашении. Это старинный оригинальный способ консервирования без уксуса. У моей бабушки не было закаточного ключа, не было банок в очень далекие времена, но были вот эти кувшины, были бочечки и была соль. Ну, естественно, разные пряные травы, все это она использовала и готовила с помощью естественного процесса брожения, в ходе которого вот вырабатывается молочная кислота, натуральная молочная кислота, которая и является вот этим консервантом. И вот благодаря вот этой молочной кислоте готовятся вот эти все квашения. Квашение, вернее, естественное брожение, раскрывает особый вкус, аромат продуктов, делает его уникальным, богатым. Мы всегда добавляем при квашении капусты яблоки. Уж очень красивый букет вкусов и аромата придают яблоки капусте при квашении. И еще одно важное отличие квашения. Для приготовления той же капусты нужно брать от 2,5% до 3% соли. И соль должна быть не вот эта меленькая такая, а нужна настоящая каменная соль. Вот этой соли нужно от 2,5 до 3% от заложенного продукта, уже чистого, который мы нарезали. И рассол здесь возникает именно из сока овощей, из сока капусты. И никаких рассолов для настоящего квашения не используется. Вот об этом способе, о благоприятных периодах для квашения капусты мы и рассказываем каждый месяц в агрогороскопах. Только в определенные дни капуста получается очень вкусной и хранится более длительный период. А мариновать овощи в рассоле с уксусом, с лимонной кислотой или с винной кислотой можно хоть каждый день по несколько раз. А теперь вот он, агрогороскоп. Квашение капусты в декабре 2021 года, время московское. Козерог, первое такое хорошее время, состоит из 3 дней неполных. Я даю всегда время с запасом и начало периода, и завершение, для того, чтобы вот эти энергии предыдущего и последующего знака не воздействовали на качество нашего продукта. Итак, 5 декабря в 16 часов начинается вот этот период качественного продуктивного квашения капусты до конца суток. 6 декабря все 24 часа, 7 декабря с 0 и до 11 часов. Еще один такой длительный период в Тельце. 14 декабря с 14 часов до конца суток, 15 декабря все 24 часа и 16 декабря с 0 часов и только до 16 часов дня. На этом мы завершаем сегодняшнее видео. Мы ответили на одну часть вопросов, касающихся квашения и маринования овощей. А особенно сейчас актуально квашение капусты. Ну и маринование капусты с другими овощами. Мы, авторы канала Раиса Горяченко и Александр Волик, желаем вам крепкого здоровья. И обязательно готовьте очень вкусную квашеную капусту. Если вам нравятся маринованные овощи, готовьте маринованные овощи. Мы желаем вам приятного аппетита и прекрасной вам благодатной погоды за окном. А на окне всегда вкусных витаминчиков. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!